Приветствую всех! Сегодня покажу, как сажаю кедры. Я их сажаю уже больше лет 15-20, и все время есть результат. Рецепт очень простой, он был опубликован в альманахе «Звенящие кедры». Ну, там лесовод Сорокин вот этот рецепт приводит. Я его укажу в описании, этот рецепт. Ну, а сейчас пока просто покажу простые действия, как я это делаю. Берем семена. Конечно, проверенные семена лучше, но у меня есть семена с рынка. Песок предварительно помытый, прокаленный. Я его заготовила осенью. Помыла, прокалила в духовке. Так, это уже приготовила перманганат калия в воде, несколько крупиночек растворила в воде и замачиваю. Можно прям тут замочить и оставить. Оставить на 2 часа. Вот. Это, вернее, от плесени. Прошло 2 часа. Мои замоченные семена уже я буду смешивать. Их надо еще замачивать по рецепту. Их надо замачивать еще на 3 суток в воде. Но я этого делать не буду. Я просто сразу их смешаю с песком. Семена куплены на рынке. Я брала семена в звенящих кедрах. Они были самые лучшие для посадки. Но вот с рынка не такие хорошие, но у меня других нету. С рынка бывают попадаются семена, которые, когда достают шишку, она... шишки в костер кидают, чтобы они раскрылись, и потом семена отшелушить. Такие уже не годятся для посева. Какие это семена, я не знаю. Засыпаем песком. В таком большом объеме, смотря какая посуда есть. Рецептов не обязательно прям сильно придерживаться. Без фанатизма. Какие есть условия, такие есть. Значит, смешиваю с песком и с водой. Воды много наливаем. Делаем так, чтобы вот в ладони вожать можно было и вода не текла. Перемешиваем и кладем в емкость. Лучше емкость воздухопроницаемая. Фанерный ящик почтовый. Самое идеальное. Там можно дырочки в нем проделать. У меня пока нету идеального ящика в этом году. Я кладу в тот, какой есть. Пластиковый. Буду почаще перемешивать. Хранить я буду семена в холодильнике. В самом нижнем отделе. И периодически поливать песок и перемешивать, для того, чтобы воздух попадал, так как емкость пластиковая. Вот в таком состоянии оставляем и ставим вниз холодильника. Могу показать, какие у меня сейчас начало февраля. Я делала в конце января. Я обычно ставлю на январские праздники. Это то, что из холодильника, оно уже лежит у меня месяц. Это я поставила на январские праздники. Вот, и можно увидеть, что тут плесень в некоторых местах есть, да, я давно не перемешивала. И вот часть покрылась плесенью, но это не беда. Мы сейчас увлажним то, что у нас есть. Так, и обратно поставим в холодильник. С января до апреля или мая достаточно времени для стратификации. Этого вполне хватит. Так что у меня будет 2 порции кедров. Одни пораньше взойдут, другие попозже. Вот в таком виде они хранятся в холодильнике. Я добавила еще грецкие орехи. Тоже они на стратификации. Здесь отдельно
Ну, еще другой вид елочки, который мне понравился, она у меня так отдельно. Вот в таком виде оставляем. Ну, перемешиваем раз в 2 недели, ну, как удобно. Если плесень попадается, да, можно выкинуть. Стопроцентной схожесть все равно не будет, так как семена неизвестного происхождения. Вот. Ну вот, оставляем, увидимся весной. Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу, что у меня получилось. Я вложила на стратификацию семена кедровые. Сегодня 25 апреля у нас. И я достала их из холодильника, они хранились в холодильнике. И теперь посмотрим, начали ли прорастать семена. Они у меня во влажном песке, вот в таких коробочках. Это семена, которые я получила из фонда Анастасия. Вот с них первых начнем. Начали ли они прорастать или нет? Ну вот. Так, вот сразу видно уже один проросший кедрик есть. Но если один начал, то уже остальные должны подтягиваться. Хранить, конечно, кедровые семена лучше в дышащей таре. Ну вот эти семена у меня лежат буквально неделю. Неделю в этой посудке пластмассовой. Ну уже вот этот орешек можно посадить. Не ждать общей посадки. Теперь достанем вот из этой коробочки. Так, вот тоже есть уже, который начинает прорастать. Уже открылся. Но еще такой массово еще не прорастают, но уже начали. Уже, вот есть какой даже уже большой, прямо вот уже совсем требует посадки немедленной. Эти первые, их можно посадить прямо сразу. А остальные я буду рассаживать в ящики. И, в общем, сеянцы из них делать. И потом рассаживать в пакеты, чтобы они были закрыты корневой системой. Вот и здесь у меня еще. Здесь немножко в этой коробке земля пересохла. Конечно, семена в идеале лучше хранить в подвале, но подвала нет. У меня есть в этом году холодильник. Ну, вот тоже семечко уже начало прорастать. Сегодня сажаю семена кедра, полученные из фонда Анастасия. Буду сажать в ящик, который у меня будет стоять на балконе. И это земля обычная с огорода, и это сами орешки. Вот они уже начали прорастать. То есть уже требуется посадка прям срочно. Дно ящика я застелила пленкой. Ну вот у меня есть такая. Идеально, конечно, пакет для мусора большой. Прямо целиком поставить его, ящик, и с 2 сторон, чтобы он был завернут в этот пакет. Но у меня сегодня нету пакета, поэтому так, чтобы вода не проливалась. Я засыпала... после пленки я положила спанбонд и дальше керамзит
и землю с огорода обычно, с песком перемешанную. Ну, керамзит просто, чтобы ящик был полегче. Если его полный набить земли, я его не подниму. Поэтому на низ туда немножко керамзит и земля. Так, сантиметров, ну, 10-15, можно больше в глубину. Ну, 10 точно надо. Ну, вот земля с огорода насыпана. И сверху еще немножечко покупной земли. Так, для красоты, можно сказать. Так, ну вот я высыпала из своей коробочки семена, орешки вместе с песком, в котором они хранились. Можно отмыть. Я не стала отмывать. Ну вот, выбрала те, которые орешки уже начали прорастать. Вот они, у них длинные ростки. Чтобы не сломать их, я их посажу отдельно. В отдельный мешочек. Я нашила мешочков из спанбонда, чтобы готовить для саженцев с закрытой корневой системой. Когда они взойдут, окрепнут, я потом посажу их в такие вот из спанбонда мешки. Ну, покажу сейчас. Буду сажать. Ну вот, засыпала землей. Примерно засыпать на глубину 2 семечка плашмя. То есть вот берете семечко, размер, сколько оно там, ну, пару сантиметров присыпать надо. И теперь будем поливать. Кедры любят полив, можно поливать прямо каждый день. Ну вот у нас политая наша земля и мешочек с спанбондом. Вот он такой. Я его заполнила землей, самой обычной, с огорода, иначе никаких ресурсов не хватит, если, скажем, захочется продать часть посевного материала. Если еще покупать землю, ну, будет очень дорого. Ну, сейчас туда воткнем орешки проросшие. Ну, вот эти длинные можно прям вот так вот ямку сделать и посадить, чтобы росток не обломался. Орешком наверх, а это у него корешок. Он потом сам там сориентируется, как ему удобней. Так. Ну, естественно, орешком вверх. Я сажаю в один мешочек их, потому что, ну, в природе их сажают птицы, кедровки, там всходит целая кладка, а в кладке там около 100 грамм кедровых орехов может быть. И из этой кладки вырастает одно дерево, потом они друг друга сами поддерживают, выбирают, кто самый сильный. В общем, такой природный способ. Поэтому я не жадничаю, сажаю по несколько орехов в один мешочек. Чтобы они потом сами выбрали, который из них более жизнеспособный. Ну, одни могут попортить. Мыши, птицы, все, кто угодно, животные. Они все очень любят. Птица склевывает вот этот верхний орешек. Если, всходят семена, и вот у них торчит вот этот верхний орешек, росток. Видимо, семена такие сладкие, что вот они их сильно любят. Ну, вот так, особо смотреть нечего. Ну, вот так орешками наверх мы посадили. Можно немножко присыпать землей. И все, готово. Ждем, поливаем. Ну, вот остальные оставшиеся семена я в следующий мешочек из спанбонда посажу. Я его заполнила землей, полила. Ну, и вот так, особенно не церемонясь, разложу их тут. Который подлиннее, корешок, вот так вот сделаем углубление. А остальные сами пусть поднимаются. Присыплю землей. Вот так вот. И будет
Вот такой небольшой кедровый лес. Еще, правда, не вырос, но, но уже есть шанс вырасти. Я очень много дарю всем родственникам, друзьям. Куда-то еду, беру с собой такой мешочек. Отличный подарок. У меня уже кедры разъехались по всей стране. Вот, так что вот такие подарки, можно сказать, готовы. Месяцев стратификации. Вот в такой ящик в теплицу. Это то, что у меня хранилось в холодильнике 3 месяца на стратификации. Ну, вот сейчас буду в ящик пересаживать. Отмывать от песка не буду, прямо так и посажу. Полнолуние сажать не стала. 27-го полнолуния было. Вот пару дней подождать. Больше уже ждать нельзя, потому что они начинают вот прорастать. В теплицу сажаю временно, только для того, чтобы птицы не склевали головы кедром, пока они всходят. Потом перенесу на улицу. Ну, вот тут еще у меня за компанию орешки грецкие. Так, пусть тоже сидят. Вот уже начали прорастать. Уже дальше ждать нельзя. Семена были куплены на рынке у неизвестного продавца, поэтому я на них сильно много надежд не возлагаю. Купила, потому что еще не распространял фонд свои семена. Вот уже вот какой большой орешек есть. Так, орешком наверх. Вот так и засыплю сухой землей. Так, не хватило. Сейчас еще добавим земли, засыплем. Засыпала землей. Сейчас полью и будем ждать всходов.
Thank